Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами затронем тему контроллеров умного дома, устройств промышленного класса, способных получать данные с десятков различных датчиков и сенсоров, а также управлять освещением и питанием самых разнообразных гаджетов. При этом возможна как автономная работа, так и интеграция с различными системами управления. Кроме этого, поддерживается расширяемость и масштабируемость за счет простого добавления новых модулей и контроллеров. Героем обзора будет продукт от компании i3 Engineering, модель Atom Hydrogen, на базе ESP32, прошитый под ESP Home, что позволяет его легко интегрировать в систему управления умным домом Home Assistant. Управляющий модуль Espressif ESP32 Pico D4. Экран OLED 128×64. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2, BR, EDR, BLE. Проводные CAN RS485. Физические интерфейсы GPO, UART, SPI, SDO, E2C, PVM, E2S, ER, ACP, CAP. Количество портов 12 цифровых, 10 с возможностью работы в аналоговом режиме. Количество универсальных разъемов i3 Flex 8. Релейные порты 2, 5 А, 250 вольт, максимальный пусковой ток 50 А. Встроенный энергомонитор HLV 8032, 10 А, 230 вольт. Питание 9,48 вольт. Мощность до 15 Вт. Крепление DIN рейка. Размер 59×88×105 мм. В комплекте поставки, кстати, доставка очень быстрая по Украине в течение суток, я получил контроллер Atom Hydrogen и USB кабель для его перепрошивки. Как я уже сказал в начале, этот контроллер прошит под ESP Home, но это далеко не единственный вариант. Сам кабель, по сути, нужен только для первого конфигурирования. Далее все настройки, включая обновление прошивки контроллера, осуществляются по воздуху через Wi-Fi. Собственно, сам контроллер находится слева, та часть, что с экраном, по углам которого находятся 4 настраиваемые кнопки. В этой конфигурации устройство оборудовано 12 универсальными входами, парой реле, энергомонитором, шинами CAN RS485. Физически низковольтные разъемы на входах на подпружиненных зажимах, что обеспечивает простоту и удобство монтажа. Второй ряд, где допускается применение высоких напряжений, например бытовой электросети, на винтовых. Сзади находится крепление на стандартную DIN рейку. Для такого класса устройств наиболее логичное место установки – это электрошкаф. Для питания контроллера необходим источник постоянного тока напряжением от 9 до 48 вольт. Для использования на DIN рейках я бы рекомендовал продукцию Manwell, ссылку оставлю в описании. Рассматриваемая версия контроллера позволяет легко расширить функционал при помощи быстросъемных модулей i3 Flex. На момент выхода этого обзора их насчитывается 5 разновидностей. Герой обзора поддерживает установку 8 модулей в нужной конфигурации. Доступ к модулям очень простой, для этого нужно просто снять пластиковую крышку, специальный инструмент для этого не нужен. Устанавливать модули можно в произвольном порядке, количестве и конфигурации, разъемы и форма модулей универсальные. Для того, чтобы было легко отличать их между собой, корпуса имеют разный цвет. В базовой конфигурации контроллер поставляется без модулей и прекрасно может работать без них. Модули заказываются или добавляются по мере необходимости. Выходы модулей пронумерованы с 1 по 8. Давайте разберемся, для чего они нужны. Желтый корпус у модуля ACD. Он работает с переменным током напряжением 180-250 вольт и предназначен для управления освещением или вентиляцией с возможностью регулирования яркости или оборотов электродвигателя. Максимальная мощность потребителя до 100 Вт. При этом модуль выдерживает стартовый ток до 60 А. Диммирование осуществляется по переднему фронту, есть функция энергомонитора. Оранжевый модуль ACD+. Функционально схож с желтым, отличается тем, что работает с менее мощными нагрузками до 50 Вт и выдерживает пусковой ток до 10 А. Этот параметр важен при работе с LED-светильниками, так как при небольшой мощности они могут сжечь коммутационный модуль именно стартовым током. Но зато он поддерживает диммирование и по переднему, и по заднему фронту. Тут также есть энергомониторинг. Зеленый модуль R – это реле. Просто реле, подобное тем, что уже есть в штатном обвесе контроллера. Работает с постоянным и переменным током, напряжение соответственно 30 и 250 вольт. Ток нагрузки до 5 А, при пусковом токе до 10 А, есть энергомониторинг.
Фиолетовый модуль 10D предназначен для управления нагрузками с аналоговым входом от 0 до 10 вольт. Это могут быть низковольтные экраны, светильники, вентиляторы, актуаторы. Модуль поддерживает dimмирование в рамках этого диапазона напряжения. И пятый, синий модуль DCD. Это диммер для нагрузок, для которых используется питание постоянным током напряжением от 0 до 48 вольт. Максимальный ток нагрузки до 4 ампера, стартовый ток до 40 ампер. Метод dimмирования шим. Есть функция энергомониторинга. Первое знакомство произошло. Давайте перейдем к практике. Для питания контроллера я буду использовать 12-вольтовый блок питания. Это мой стендовый экземпляр на 20 ампер. Но контроллеру более чем будет достаточно источника мощностью не менее 15 Вт, например 12 вольт 1,5 ампера хватит с запасом. Подключаем к разъему питания, соблюдая полярность. Защита от дурака, то есть неправильного соблюдения полюсов, тут есть. Первый запуск устройства. Обратите внимание, что сменные модули имеют индикаторы цветов, которые соответствуют их цветовой дифференциации. Запоминать, где что стоит, не нужно, это сразу видно. Так как устройство пока не знает о параметрах подключения к моей сети, для первого конфигурирования мне нужно подключить комплектный USB кабель. ESP Home – это проект, созданный для простого и удобного создания прошивок для устройств на базе ESP8266 и ESP32 и интеграции их с Home Assistant. Он может устанавливаться отдельно или в виде аддона, как у меня. В моем случае имеется уже какое-то количество проектов, про них я рассказывал в видео на своем канале. Создаем новый проект ESP Home, тут необходимо указать название проекта, а также параметры подключения к своей Wi-Fi сети. После этого указываем платформу, в этом случае ESP32, и шаблон проекта успешно создан. Он отображается в виде новой плиточки с тем названием, которое мы ему дали. Красная полоска сверху означает, что аддон не может в данный момент подключиться к устройству. Начнем с базовой настройки системы. Все, что я покажу в ходе этого видео, будет доступно в текстовом виде. Ссылку вы найдете в описании. А в принципе, все примеры конфигов предоставляет поставщик, никаких тайн и секретов нет. Платформу мы указали, плата Pico 32. Далее я включил опцию логирования. Пароли API для подключения Home Assistant и OTA обновления по воздуху я храню в внешнем файле secrets YAML, он находится в той же папке, что и этот конфиг. Далее настройки подключения к Wi-Fi сети. Для таких устройств я использую статический IP-адрес. Чтобы не занимать ресурс роутера на статику, я прописываю это в конфиге. Для того, чтобы нормально работала опция синхронизации времени, указываю DNS-сервера. Следующие опции – портал восстановления и параметры аварийной точки доступа. Они нужны для того, чтобы была возможность подключаться к контроллеру, если не будет доступна Wi-Fi сеть. Эта опция нужна для активации собственного веб-сервера устройства, на которое можно будет заходить через браузер. Текущее время и сервера для синхронизации точного времени. Следующий блок для изображения текста на экране. Отдельно прописывается шрифт в примере Arial с отдельными ID под каждый размер. И экран, на который в качестве примера выведен рандомный текст с 16-м шрифтом с выравниванием по центру и показание текущего времени 32-м шрифтом с выравниванием влево. Обновление каждые 3 секунды. Файл шрифта с расширением TTF должен находиться в той же самой папке, что и конфиг. По умолчанию для аддона это папка ESP Home в корневом каталоге конфигурации. Далее валидируемся и нажимаем Install. Для прошивки выбираем пункт «Устройство подключено по USB к серверу». Тут должен определиться USB to UART most. Ждем, пока скомпилируется и зальется созданная прошивка. В моем случае все происходит на Raspberry Pi 4B. После этого кабель можно отключить. После прошивки можно проверить, стартовал ли веб-сервер по указанному в конфиге IP-адресу. Тут пока никаких опций, кроме окна лога, нет. Вот так выглядит сконфигурированный указанным образом экран устройства. Время синхронизируется в течение нескольких секунд после старта контроллера. Вариантов по подключению внешних устройств к контроллеру очень много. Понятно, что чисто физически я не смогу охватить все в рамках этого видео. Но далее я покажу целый ряд примеров с конфигурацией, которые я смог создать на имеющейся у меня в наличии аппаратной базе. Начнем с работы встроенных реле. Это выходы 9 и 10. Работают в режиме сухого контакта. NO значит нормально открытый. Переменный ток нагрузки до 5 А, рабочее напряжение до 250 вольт.
пусковой ток до 50 А. Контакты реле разрывают фазу, идущую на нагрузку. Управлением этих реле занимается один из расширителей MCP23008. У ESP32 просто нет такого количества портов, поэтому его нужно прописать в конфигурации. После этого открываем раздел свечей и прописываем оба реле. Напомню, все примеры из этого видео вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Кроме этого, информация в полном объеме предоставляется поставщиком решения. Не забываем после каждого изменения валидировать конфиг. Иногда бывают досадные опечатки или даже просто сдвиги в сторону, YAML чувствителен к этому. Нажимаем Install и теперь выбираем опцию беспроводного подключения, обновляться будем по Wi-Fi. Ждем, пока скомпилируется и зальется прошивка. В принципе, эти действия можно делать и при помощи кабеля, но я решил показать, как это происходит по сети. Процесс прошивки успешно завершен. Аддон смог подключиться по сети к устройству и начал получать от него лог работы, значит, все сделано правильно. На веб-сервере теперь появилось два свитча, которыми можно управлять из веб-интерфейса. А вот так это выглядит вживую. Гудение – это вентилятор блока питания. Сам контроллер совершенно бесшумен. Щелчки реле слышны, но не громко. Следующий кейс подключим к одному из входов обычный механический выключатель. По сути, это замыкатель контактов. Аналогично работает, например, аналоговый датчик протечки, гиркон и так далее. Объявляем этот порт в разделе бинарных сенсоров, ведь тут может быть лишь два значения – включено и выключено. И сразу средствами ESP-Home указываем, что при изменении статуса сенсора, параметр OnState, переключать состояние реле 9-го выхода. Почему я выбрал OnState? Чтобы не зависеть от того, замыкает выключатель контакта или размыкает. Таким образом, физический выключатель будет работать параллельно с логическим управлением. На веб-сервере видим, что у нас появился новый параметр с указанным в конфиге именем in1. Если контакты разомкнуты, то состояние off. Нажимаем на выключатель, состояние меняется на on и при этом переключается состояние реле на выходе 9. Тут нет привязки именно к состоянию. При любом изменении in1 состояние реле 9 будет меняться на противоположное. Тест вживую. Параллельное управление при помощи механического выключателя и логической кнопки в веб-интерфейсе. Задействуем бортовые кнопки контроллера, раз уже они у нас есть. Они управляются еще одним расширительным модулем, под который в прошивку надо подсунуть драйвер. Его предоставляет поставщик. Сам файл драйвера должен лежать в папке с конфигурацией, там же, где есть secrets и шрифт. Схема одна и та же. Прописываем их на платформе Custom. Все исходники предоставляются поставщиком, а показанный пример есть в текстовом файле, ссылка в описании, так что ничего искать и придумывать не надо. Далее в этом же блоке прописываем имена для кнопок. Заодно и сразу сделаю управление 9-м реле по событию onPress, это нажатие. В отличие от рассмотренного onState, это будет отрабатываться только в момент, когда кнопка нажата. Аналогично и для 10-го реле. Такое событие подойдет и для гиркона или датчика протечки для отработки события, если контакт замкнут. А для разомкнутого есть событие onRelease. Для кнопок еще есть события одиночного, двойного и мультиклика. Оставшиеся две клавиши пока никуда не назначаю. Все прописанные действия работают на уровне самого контроллера, без вмешательства внешней системы управления. Вот так выглядит веб-сервер после валидации и записи прошивки в контроллер. К добавлению Home Assistant я перейду чуть позже, но все эти сущности будут отображаться и там. Тест работы. 9-я реле с лампочкой теперь управляются и выключателем, и кнопкой, и логически. Продолжим разбирать штатные функции контроллера и перейдем к энергомонитору. Для его использования нужно подать питание от сети на контакты AC-IN. Надежно зажимаем винты. Важный момент, соблюдаем порядок фаза 0 при помощи индикаторной отвертки. Это подключение еще используется в кейсах, где необходимо определение нуля. Далее я использую все то же 9-е реле. Контакт AC-OUT, выход энергомонитора. Фазу подаю на вход реле.
Нагрузку в виде лампочки накаливания я подключаю одним контактом к нулевому выходу AC-out, вторым к выходу 9 реле. Получается управление по питанию с функцией энергомониторинга. Для энергомонитора нам нужно объявить раздел UART шины. И после этого в разделе сенсоров по шаблону прописываем параметры для измерения тока, напряжения и текущей мощности. После валидации и прошивки новые значения видны в веб-интерфейсе устройства. Это при выключенной лампочке. А это при включенной. Устройство способно работать с нагрузками с током до 10 А. На бытовой электросети это более 2 кВт. Живой тест. Лампочка управляется по реле, подключенной через встроенный энергомонитор. Перейдем к более интересному кейсу. Для него нам нужно будет переключить какой-нибудь порт из режима оптопары в прямой режим. Снимаем при помощи плоской отвертки крышку контроллера. Снизу аккуратно поддеваем и снимаем плату с экрана. Это все просто и не требует больших усилий. Каждый вход имеет два режима работы, по умолчанию все в режиме оптопары. Переключаем джемпер, в моем случае это второй порт, на соседний контакт. Это прямой режим работы. Подключать будем адресную ленту VS2811B. Такое устройство позволяет управлять каждым светодиодом по отдельности. На белый и красный провод ленты подаем питание 5 вольт, белый минус, красный плюс. Для этого нужен сторонний блок питания. Зеленый подаем на вход порта, который только что переключили в прямой режим, а на контакт G того же или любого другого порта минусовой контакт ленты. В конфиге объявляем новый раздел Light, в котором и будет находиться наша лента. Прописываем ленту. Указан пин, соответствующий порту, для второго это 32. В моем случае при стандартной схеме RGB на ленте вместо зеленого загорался красный и наоборот, поэтому я указал GRB, это исправило ситуацию. И количество диодов в ленте, в примере 50, но по факту у меня в тестовом куске было 60, что я потом исправил в конфиге. Далее перечень эффектов, я тут сильно не углублялся, это отдельный кусок работы и тестов. Использовал шаблон из примера. После валидации и прошивки в веб-интерфейсе появилась новая сущность с указанным именем. Но тут можно управлять только включением и выключением, так что пора перейти к интеграции в Home Assistant. Тут все просто. В меню настройки интеграции «Добавить» ищем ESP Home. Выбираем и в появившемся окне указываем адрес устройства. Вводим пароль, который указан в конфиге как IP, и контроллер успешно пробрасывается в систему. Не забываем, что ESP Home изначально разрабатывалась под Home Assistant, никаких трудностей в интеграции нет. Тут доступен тот же перечень устройств, что и в веб-интерфейсе. Он будет автоматически обновляться, когда мы будем что-то добавлять в прошивку. А это окно управления лентой. Тут есть полноценное управление цветом и эффектами, которые мы указали в конфигурации контроллера. Адресная лента может не только светиться разным цветом, как обычная RGB, ее главная фишка – это раздельное управление каждым диодом. Это и одновременное свечение разными цветами, и бегущие огоньки, и включаемые в рандомном порядке точки. Отдельно хочу сказать спасибо магазину Smart Light, они моментально откликнулись на мою просьбу выслать для теста фрагмент адресной ленты. Кроме светильников в магазине также представлен ряд гаджетов для умного дома. В частности, можно по хорошей цене купить USB Zigbee координаторы. Я, наверное, уже сильно вас утомил, но в заключение обзора хотел бы привести еще пару примеров, на этот раз уже с внешними модулями. Напомню, они приобретаются отдельно, в этой конфигурации их можно использовать до 8 штук. Начну с R-модуля реле, он установлен на 7 выход. Подключаю аналогично, как это было на 9 реле. Нам понадобится раздел Switch, который я уже объявил ранее, когда прописывал 9 и 10 выходы с реле. Для активации внешних модулей необходимо прописать свитч на 18 пине. По умолчанию они отключены, этот свитч будет ими управлять. Далее пишем свитч для 7 выхода, это 23 пин. Таблица соответствия тоже предоставляется поставщиком. Заодно пропишу управление этим реле на одну из незадействованных штатных кнопок контроллера. После валидации и прошивки у нас появилось два новых свитча. Тот, что программный на 18 пине, нужно сразу включить, чтобы внешние модули стали активны.
Второй свич — это реле R модуля. Вот так все работает вживую. Давайте теперь протестируем один из диммеров. В моем случае мне подойдет любой, например, желтый, он на пятом выходе. Перекидываем контакты с реле на диммер. Теперь нам надо сконфигурировать выход как диммер. Обратите внимание, что тут используется пин, соответствующий пятому выходу. А для Zero Cross Pin определение нуля 34, это вход AC-IN, про который я говорил, что важно соблюдать полярность. Теперь созданный диммер используем в домене светильников, где у нас уже есть адресная лента. Для управления яркостью тут тоже удобнее использовать интерфейс Home Assistant. Новая сущность залетит в перечень устройств автоматически. И, конечно же, живое тестирование устройства. На этом я буду завершать обзор, но еще раз хочу уточнить, что я показал лишь малую часть тех возможностей и кейсов, на которые способно это устройство. Например, тут можно полностью создать систему управления отоплением, вентиляцией, антипротечки и тому подобное. Причем высокая надежность обеспечится проводным соединением и возможностью создания автоматизации на уровне самого контроллера, не теряя возможность управлять ими с системы умного дома. Это же касается прошивки ESP Home, это не единственный вариант. Он выбран мной только ради Home Assistant. Существуют и другие, в том числе с управлениями с приложения. Контроллеры можно объединять в кластеры при помощи CAN-шины, да и это не предел их возможностей. Но такое решение, конечно, и стоит соответствующих денег. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Если так, ставьте лайки. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Поддержать канал можно на сервисе Patreon, ссылка в описании. Кроме YouTube канала, у меня еще есть Telegram канал, в котором я публикую свежие новости и ссылки по теме умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч!